Самый сладкий, хороший. Дорога до Гарни заняла не так уж и много, как мы планировали. Основную часть времени мы убили на то, чтобы выйти из Еревана, мы шли просто в постоянный резкий подъем, и ключевое слово «мы шли». Я такого отношения к велосипедистам на дороге, как в Армении, не встречал нигде. Водители делают такой воздушный карман большой, что больше переживаешь за водителя, который тебя обгоняет, потому что он едет по встречной полосе, независимо от того, едет там машина или нет. Он будет моргать им, чтобы они притормаживали для того, чтобы пропустить тебя. Состояние дорог идеальное. Процентов 98 дорог, по которым мы ехали, просто в идеальнейшем состоянии. Да, были разбитые места, но это в большинстве случаев перевалы, где стекает вода. В навигаторе мы следовали велосипедному маршруту. Суть его в том, что иногда с асфальта он уводит на проселочные тропы, а затем возвращает обратно на нормальную дорогу. Спустя 3-4 поворота не туда мы поменяли навигацию в режим автомобиля. Да, навигатор сюрприз. По-другому не скажешь. Мы, короче, в Гарни. С нами местные ребята соревнуются на великах. Короче, ищем свой хостел. Так, вот он, чемпион. Здорово! И вот мы доезжаем до Гарни, находим дом, который тяжело было достаточно найти, потому что дом находится внутри гигантского сада. Владелец дома неуверенно говорил на русском языке. Сами нарвали тех фруктов, которые хотели, поели. Мы отстегнули наши сумки от велосипедов, оставили их в доме, а сами отправились до двух ближайших достопримечательностей. И первая в нашем списке – это Симфония камней, она же базальтовый орган. Изначально в первый день мы планировали еще доехать до храма Гигарт, но мы поздно выехали из Еревана, так что перенесли его посещение на следующий день. В этом году здесь сделали платный вход и благоустроили территорию. Пешая тропа делит симфонию на две части. С одной стороны прямые колонны, просто колоссального размера. С другой стороны форма породы напоминает нам о своей вулканическом происхождении. Ведь все, что мы видим, это последствия большого извержения. Солнце уже начинало садиться, и мы отправились ко второму пункту из нашего списка. Это античный храм Гарни. Языческий храм построили в 1 веке до нашей эры в честь древнеармянского бога солнца Митры, и здесь совершали жертвоприношения. Храм простоял в первозданном виде вплоть до 17 века. В Армении произошло сильное землетрясение, и его эпицентр пришелся на Гарни. Позже, в 1975 году, советские ученые и специалисты по реставрации восстановили храм как гигантскую мозаику, а обломки находили на расстоянии до 70 километров от храма. Второй день у нас начался из Гарни, из этого чудесного дома с собаками. Мы должны были доехать до Гигарт, хотя мы это планировали сделать в первый день. Это подъем в 10 километров. Он достаточно лояльный, мы даже не устали, но ехали на голодный желудок. Храм Гигарт находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Это комплекс сооружений, некоторые находятся прямо в скале, как рукотворные небольшие пещеры, и создается впечатление, что храм вырос из горы. Гигарт дословно переводится как копье.
По преданию, апостол Фадей привез этот артефакт в Армению и хранил в этом храме. И если вы уже догадались, то речь идет о копье, которым ранили Иисуса Христа. Храм поражает тем, что в нем нету какой-то помпезности. Он большой, он красивый, но все освещение непосредственно на лики святых, которые вырезаны в камне. Оно просто из окон. Окно идет куда-то на крест, ты его видишь, а остальное все черное. А черное, потому что горят свечи, и поэтому все как-то так достаточно просто, но максимально красиво. Все убранства храма, они вырезаны просто в камнях храма, и это круто. Мы плотно позавтракали в ресторане рядом с храмом и отправились до села Арарат. Всю оставшуюся дорогу мы ехали вниз, практически не крутя педали, не считая небольшого серпантина, который мы проехали буквально на одном дыхании. Дорога была прямая и ровная, как скатерть, а машины нам встречались очень редко, раз в 10 минут. Мы держали путь на юг Армении, здесь выжженный степной ландшафт, на фоне которого выделяются фермы с пышной зеленью. И пока мы мчимся по просторам Армении, Саня расскажет, как мы подготовились к поездке и почему выбрали нашим транспортом велосипеды. Готовились, да все просто. Мы просто весь сезон, летний, весенний и осенний, катаемся на великах. Постоянно, везде. Большую часть времени мы передвигаемся на велосипедах, и для нас, наверное, нету какой-то определенной подготовки, как для людей, которые не катаются. Почему на велосипедах? Ну, наверное, потому что это единственное средство передвижения, на котором можешь прям прочувствовать всю локацию целиком, увидеть сразу же здесь сейчас, не надо выходить там, смотреть через стекло, а просто ты видишь вот тут, и ты это ощущаешь на себе, эту усталость, этот ветер, эти голоса людей, проходящих, которые стараются тебе помочь. Хорошо? Ребят, вот так, село Арарат. Да. Мы приближались к винодельне, и на дороге мы увидели десятки машин, которые доверху были наполнены виноградом. Я никогда столько винограда не видел. Вечером, когда мы были максимально близко к горе Арарат, а до одноименного села оставалось 20 километров, я обнаружил просто кучу колючек в каждом колесе своего велосипеда. Некоторые пришлось выдавливать, как прыщи. Я клеил, качал, снова клеил, снова качал. Подкачивая колеса каждые 3 километра, мы кое-как добрались до отеля, где до глубокой ночи занимался веломонтажом, потратил 2 велоаптечки и сломал почти все монтажки. Третий день мы выехали из Арарата рано утром. Наша дорога была в Гетап. И мы выехали на голодный желудок. Единственная еда это было круглосуточный магазин. Мы взяли то, что взяли. Это были бананы, йогурты, какие-то сырки вкинули. Нам подошел дедушка, спросил, что нам надо. Мы такие, да у нас все есть. Он предложил нам еды, воды, причем мы находимся в городе. Мы от всего отказались. И он нам предложил денег, и от них мы тоже отказались. Потом он спросил, куда мы едем. Мы говорим, в Гетап. И он говорит, да тут рядом, тут всего лишь типа 20, 30, 50, 70 километров. То есть для него этот градиент был как будто бы, норм. В общем, утро у нас начинается опять с очередного подъема. И в этот раз он, не такой лояльный, как вчера. Поэтому мы едем на спокойном, любуемся, бережем силы. Солнышко уже высоко. Поэтому
надо сейвиться. Весь подъем был вдоль границы с Азербайджаном, поэтому частенько мы видели доты, кзоты, мы видели проезжающих мимо военных, и даже военные были нам дружелюбны, они нам махали, предлагали попить воды. Привет. Счастливый пути, счастливый. Спасибо. Мы столкнулись с тем, что у нас начали заканчиваться запасы воды. Ни одного магазина мы спереди не видели, не проехали тоже ни одного магазина, сзади нас не осталось. Все деревни, которые были перед нами, они были точечные. Там 1-2 дома и никаких магазинов, естественно, там не было. Мы нашли заброшенную заправку, у которой стояла плюс-минус чистая машина, значит, там были люди, постучались, нам открыли, любезно налили воды. Здравствуйте, мы в тенек просто заехали. Жарко. Глаза прям. Да, я ехал, мне сейчас просто пот такой в глаз закатывается. Еще одна причина, почему вообще появилась эта поездка. Я не хотел отмечать свой день рождения так, как его отмечают обычно люди, а я хотел его отметить именно за рулем велосипеда где-нибудь, где тепло, потому что у меня день рождения в октябре, и я не хотел эту слякоть. Рома предложил Армению, я, не обдумывая даже ничего, согласился. Помощь нужна? Нет, вроде тащимся потихоньку. А я подумал, что вам еще помощь нужна. нет, все хорошо, спасибо, да. Ключи или еще. Хорошего дня! А это лицо Сани, скрывающего боль. Я уверен, у меня в этот момент было точно такое же, и сейчас я объясню почему. Мужчина, предлагавший нам помощь, остановился на Форде Транзит, и у каждого из нас промелькнула мысль предложить ему погрузить велики к нему в машину и попросить довести до Гетапа. Но нам было стрёмно в этот момент друг перед другом проявить слабость, так что мы немного отдохнули в тени и продолжили крутить педали. Мы набрали воды, проехали буквально 200 метров, и, о боже, мы встретили магазин, просто обычный маленький сельский магазин. Купили каких-то плюшек, взяли все тот же холодный кофе, и стало гораздо полегче. Ночной же на монтаж завершился тем, что заднее колесо у меня вообще не спускало, а переднее приходилось подкачивать каждые 20 километров, что не доставляло сильного дискомфорта. Мы искали варианты решить проблему, но по пути не было веломагазинов, а доставка с маркетплейсов была от недели. И мы заехали в деревню Арени, посетили там прикольный, красивый ресторан, где опять же нам все приготовили по умеренным ценам. У нас общий чек с Ромой составил порядка 1800 на двоих. 2 блюда, напитки, шикарный вид. Ты сидишь просто на балконе над каким-то каньоном, в котором еще внизу и деревня. Напротив нас был храм, в который мы не поехали, потому что давать еще крюк в 20 километров, 10 туда, 10 обратно, мы не захотели. Мы были уже не в том расположении духа и сил, поэтому мы поехали в свой глэмпинг. Что вы катаете? Просто так или как? Ну вот, Ну. любуемся вашей страной. Невероятно красиво. Да, Просто очень слов красиво, нет. добрые люди, вкусная Да. еда. Если вы хотите, можно ночевать нам. Как вы хотите? Ну вот, едем ночевать. А? Спасибо. Да, спасибо. Меня зовут Тигран. Саша. Роман? Мы поехали из Гетапа в Мартуни. Второй день подряд нас встречали сильные подъемы. На этот раз у нас не было какой-то разминочной части в 30 километров, как из Арарата. Мы сразу же начали штурмовать подъем. В 1800 у нас он был. Мы проехали
буквально километров, может, 20-30 до самого резкого подъема остановились у магазинчика. И остановился просто тоже какой-то проезжающий мимо на машине мужчина, который зашел в магазин, увидел нас и говорит: я хочу вас угостить. Мы такие: нет, 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 пожалуйста, у нас вот только по одной сумке на каждого, нам некуда это складывать. Он вынес большую упаковку слоек и кофе. Пришлось это все засовывать куда-то рядом, потому что мы были сытые. Нас в глэмпинге накормили достаточно вкусно и есть не хотелось. Иди сюда. Сесть под дерево с грецкими орехами был повод. Меня прижало живот, и я захотел в туалет. Но не было тех самых кустов, куда бы я мог пригнездиться, и я просто вошел в открытый двор. Там в большинстве случаев дворы открытые и ворот нету. На меня посмотрела семья, я говорю: я в туалет? Они говорят: да. Пошел туда, в жилом доме, в туалет, который находится на улице. Вернулся, Рома сидит, ест грецкие орехи под деревом. Я сделал все свои дела, поел орехи, мы поехали дальше. Когда я в первый день был в Ереване, мои друзья, которые живут там уже несколько лет, сказали, что чем дальше мы будем ехать по своей дороге, тем больше будет раскрываться местное гостеприимство. И в этот день оно достигло своего максимума. Но давайте по порядку. Мы поднимались в бесконечный затяжной серпантин. И каждые 1,5-2 километра мы делали остановки, чтобы отдохнуть. В противоположном нам направлении ехала машина. Увидев нас, остановилась, и водитель пошел в нашу сторону. Я брал, вот, пожалуйста, Спасибо кушайте. большое. Спасибо На большое. самые сладкие, хорошие яблоко. Спасибо. Я когда был маленький, я тоже съездил с гоночным. Ведь в Сахкадзоре были, Нет, не было. это самое красивое место. Hello, You come from? we are from Russia. Russia. Yeah. Okay. Туристов привлекала открытая старая постройка. Но они расскажет дядя Армен. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо большое. Здесь у нас караван-сарай. Это Спасибо. шелковый путь прошел отсюда. Приехали люди с Китая, из Индии, верблюды били, лошади. Отдыхали, потом продолжали путь до России, до Европы. 1332 год. Построили по заказу Чесара Орбельян. Мы пополнили запасы воды в старом источнике караван-сарая и поехали дальше. Перевал заканчивался через пару километров. Yes. По пути позже мы встретили современную армянскую церковь, а потом попали на самое душевное, спонтанное застолье нашего путешествия. Вино может быть. Вино есть. Я немножко могу вина, да. Сейчас вино угощайте. Берите, угощайтесь, берите, пока горячий. Обычно я вообще не ем баклажаны, но здесь они были приготовлены по какому-то семейному рецепту и были невероятно вкусными. Мы чуть-чуть выпили, Родной. и еще чуть-чуть, Да, братство, дай Бог здоровья. Смотря какой дом. и еще чуть-чуть. Давайте, будем не забудем. Давайте, Рад знакомству. водку сделайте нам. Можно? Да. Огромнейший вообще респект этим мужчинам за гостеприимство. Слева от нашей дороги была гора Армаган. Это потухший вулкан с горным озером и церковью на самой вершине. Но в этот день в гору подниматься уже не хотелось, поэтому мы поехали дальше, в сторону хостела. Мы приближались к Мартуни, и на горизонте начало появляться озеро Сиван. Это самое крупное озеро всего Кавказа, вдоль которого мы поедем завтра.
Мартуни Сиван. На утро мы вернулись опять поесть невероятно длинный люля, который не осилил ни я, ни Рома. Мы его просто доели напополам, а остальную часть привязали к сумкам и ехали дальше вдоль озера Сиван. Уже ощущалась погода не такая, как внизу, когда мы сгорели по своей комбезы, и шорты и футболки. Тут уже мы достали все, что мы взяли на утепление. Мы заранее подготовились, посмотрели погоду и предполагали, что будет так. Но на таком градиенте, когда ты день едешь плюс 30, а на следующий день тебя встречает плюс 10, было немного необычно. Все предыдущие 4 дня наш профиль высот был в затяжных подъемах и спусках, но сегодня он был похож на синусоиду. Примерно на середине пути мы увидели церковь на берегу озера. Недолго думая, мы решили сделать небольшой крюк до нее. Вот это построили, оно вот так же простоит, прямо вообще молодцы. Ну здорово, нам очень нравится в Армении. Спасибо большое. Эта церковь возрастом свыше 1000 лет. Постройка датируется 9 веком. Стены церкви и камни вокруг украшены традиционными узорами. Мы прогулялись по территории, восхитились местными видами и поехали дальше. Озеро Сиван окутано различными мифами и сказаниями. Одно из самых древних рассказывает нам про одного монстра, что жил на самом дне и выходил на берег раз в 1000 лет. Его чешуя была прочная, как сталь, а глаза пламенного цвета. После пробуждения он ел все, что видел, и на глазах из головастика превращался во взрослую особь. Жуткий рев было слышно на десятки километров. И это... Но вернемся к велопутешествию. Мы заехали в придорожное кафе, чтобы попить горячего кофе и согреться. Чуть позже нас пригласили на небольшое застолье, для которого был повод. Мой брат день рождения сегодня. О, С днем рождения. а у меня завтра. Спасибо. А у меня завтра день рождения. О, у меня послезавтра. Нас угостили местными доморощенными продуктами, от алкоголя мы отказались. И с нами поделились местными премудростями. Брат мой, знаешь, как? Нету такой деревни, если собака не будет. Поднялся сильный боковой ветер со стороны озера. Если с правой стороны было озеро, с левой стороны была дорога. И местами было страшно, потому что дорога узкая, а движение оживленное, дороги идеальные, все несутся, несмотря на всю вежливость и на то, что мы велосипедисты, нам уступают дорогу. Было жутко, когда порывы ветра тебя просто на 1,5 метра откидывали от обочины в сторону проезжающих машин. Это поистине был день рук. Мы всеми силами держались за руль и пытались выровнять велосипед. И когда мы доехали до самого Сивана, мы прям все поскидывали с великов, не переодеваясь, прыгнули опять на них, проехали 8 или 9 километров по побережью на полуостров, на котором стоит один из древнейших храмов, и мы в него прям забежали, облазили его весь, шикарный вид, в голове не складывается, как такая постройка могла сохраниться настолько идеально. Ужин у нас закончился на берегу этого озера, естественно, рыбой. Мы проснулись в нашем глэмпинге на берегу озера Сиван. Это был чудесный подарок для меня на день рождения, что я открываю глаза, и я вижу из своей спальни озеро, горы и велосипед.
Мы оделись, потому что было уже +6. Несмотря на то, что было вокруг сухо, классно, солнечно, но, блин, +6. Дорога в Ереван из Сивана была всегда вниз. Как Роман сказал, это мой тебе подарок на день рождения. Это реально был подарок, потому что мы не крутили педали. Был один небольшой подъем, на котором мы чуть-чуть передохнули на середине, но практически все было вниз, всегда вниз, и день был прямо лайтовый. Пока мы едем в сторону Еревана, стоит подвести итоги. Армения невероятно дружелюбная, гостеприимная и живописная страна. Большая часть населения разговаривает на русском языке. Приятный ценник на проживание и еду. Мы на всю поездку закладывали $100 в день, но потратили примерно 80% от заложенной суммы. Я не был готов к встрече с колючками, а особенно в таком количестве. И в следующие велопутешествия обязательно нужно будет учесть этот фактор, ведь застрять на середине пути – это крайне стрёмная перспектива. За всю поездку не выпало ни капли осадков, но мы столкнулись с большим перепадом температуры. В общей сложности мы проехали дистанцию примерно в 400 километров. Суммарный набор высоты составил 7500 метров, спуск ровно столько же. Можно сказать, что за 6 дней на велосипедах мы поднялись от уровня моря практически до вершины Эвереста и спустились обратно вниз. Машин на дороге становится все больше, а это значит, что Ереван близко, как и конец нашего видео. Всем спасибо за просмотр. педалим вверх, долго педалим вверх, мы долго педалим вверх. Долго педалим вверх, долго педалим вверх,